Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале Хельга Фина Арт Дизайн. Все об акриловой заливке. Сегодня я покажу картину, что я сделала жидким акрилом на еще одно день рождения. Более усовершенствованная работа по типу той, что я уже делала, а именно цветы с рамочкой с моей любимой палитрой. Для начала я взяла холст размером 30 на 50 сантиметров и нанесла крепкий скотч на тыльную сторону картины, для того, чтобы в итоге работа с обеих сторон выглядела аккуратно и презентабельно. Для фона я использовала два цвета – голубой и белый. В местах, где я буду раздувать цветки по типу блум, я расположила голубую краску. На все остальное пространство разместила белую краску. Почему я использовала именно два цвета для фона? С белым цветом все понятно, почему именно голубой. Голубой цвет я взяла именно под цветки, которые я буду раздувать по типу блум. Так как я работаю с обычным медиумом, то при раздувке иногда доходишь до самой нижней краски. И если будет это белый цвет, то белый цвет будет выбиваться в этих цветки и будет казаться, что они деформированы и явно с ними что-то не так. Именно поэтому я беру голубой цвет, который будет более гармонично подходить к той цветовой палитре, которую я использую для цветков. Если брать, конечно, медиум, как у Shelly Art Bloom, то там такой проблемы нет, но там идет именно химическая реакция активатора на основе Flat Roll со всем остальным медиумом. Мы же работаем чуть-чуть с другими параметрами и с другими химическими реакциями. У нас больше идет физическая реакция, именно поэтому этот момент ты не можешь проконтролировать, и фоновая краска все равно будет выбиваться, как бы ты ни старался. Хотя, конечно, можно натренироваться, но это очень сложно, поэтому подстраховочно просто палитра выбирается такая, которая гармонично будет смотреться со всей композицией. Затем я добавляю чуть более темно-голубую краску, беру мастихин, наношу активатор сеточки на мастихин, туда же добавляю чуть темной краски и провожу свайпы в разных местах по холсту. Рецепт активатора, что я использую, можно посмотреть на моем канале, видео под номером 12, есть ссылка в описании к этому видео. Далее будет спиннер, и часть краски уйдет вместе с свайпами, но я все равно наношу первоначально свайпы максимально равномерно по холсту, потому что наверняка точно пока что не знаю, какая часть краски уйдет с холста. В заранее обозначенных местах я разливаю по 3 лужицы разных цветов. В некоторых случаях я использую активатор, что использовала для свайпов, а в некоторых использовала перламутровую эмаль Дали. И раздуваю 5 цветков.
Про эмаль Дали и медиум я подробно рассказывала в видео под номером 10. Ссылочка также есть под этим видео. Кто хочет ознакомиться, обязательно ознакомьтесь. После того, как цветки раздуты, я беру зубочистку и начинаю создавать различные завитки на лепестках. Затем на спиннере раскручиваю картину, чтобы убрать излишки краски, и изображение растянулось по холсту. С недавнего времени у меня образовалась идея фикс. Мне очень захотелось с картины добавлять камушки. Именно поэтому на этот раз у нас будет не обычная рамка, а рамка с треугольными вставками по углам этой картины, для того, чтобы там в дальнейшем расположить камушки. В общем, я отмерила по 3 сантиметра с каждой из сторон холста, а затем 1 сантиметр. 1 сантиметр – это размер самой рамки. Все 4 стороны холста заклеила монтажным скотчем, что будет у меня вместо линейки, и взялась формировать углы, беря с 2 сторон по 7 сантиметров. Взяла серебряную жидкую поталь и нанесла. Сразу проверив, я поняла, что не крепко заклеила скотч, поэтому поталь чуть зашла за границы. Больше такой ошибки я не совершала, а по итогу исправлю и это. С помощью монтажной ленты и жидкой потали нарисовала все стороны рамки, при этом изображая некоторые цветки поверх рамки, некоторые цветки позади рамки. Уголки я решила просто увеличить, пририсовав еще по полсантиметра со всех сторон, исправляя свою оплошность.
На самом деле, уже на этом этапе можно считать, что картина завершена. Но мы же помним, что у меня завелась идея фикс. Поэтому картину я буду еще заливать эпоксидной смолой и украшать камушками. Какие-то камушки я покупала на Алиэкспрессе, какие-то камушки на других маркетплейсах, и пришла к выводу, что это дорогое удовольствие, не из дешевых. И помимо прочего, ты все равно покупаешь кота в мешке. На картинках непонятно ни размеры, ни блики, ни всего остального. Мне повезло, я взяла маленькое количество, и в принципе они мне как-то потом пригодились. Но я нашла более универсальное и лучшее решение. Я нашла на Алиэкспрессе молд для того, чтобы заливать кристаллики разных цветов, и их потом и использовала. Для холста я сделала бортики из монтажной ленты, развела эпоксидную смолу по инструкции. Убрала пузыри с помощью строительного фена и начала размещать камушки. Сначала маленькие. А затем и большие кристаллики. Потом взяла пипетку с небольшим количеством эпоксидной смолы и залила между кристаллов, чтобы быть уверенной, что со временем они не отпадут. Затем убрала бортики и распределила смолу по бокам картины. Вот такая картина получилась. Она шикарно переливается в лучах солнца. Посмотрите на краски, как они переливаются именно под лучами этого солнца. Ставьте лайк, кому понравилась работа, подписывайтесь, кто не успел подписаться. С вами была Ольга, канал Хельгафина Арт Дизайн. Всем пока, всем хорошего настроения.